8-летний кредит, сейчас вот он возьмет, и бизнес расширится. Хрен! На деньги друзей, родственников, дураков. Столько кэша. Бери у людей, говори, скоро отдам. Покупаешь, что хочешь. Столько, сколько вот нам надо на все. Да это царь! Соблазн велик. Вот сейчас я беру кредит. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Мы часто на этом канале рассказываем людям, что кредиты – это зло, что брать их ни в коем случае нельзя. Опять кредиты? Да. Тем не менее, это инструмент, который используют многие, не у всех все печально заканчивается. Есть ли ситуации, в которых все-таки стоит брать кредит? Я действительно подтверждаю, что кредит брать нельзя. Избегайте кредит. Есть очень мало случаев, когда кредит можно брать, но при этом важно соблюсти инструкции, чтобы не попасть в жопу. Значит, первое, самое главное, брать кредит на повышение собственных доходов. Можно. При этом соблюдая инструкцию расчета. Если размер кредита, например, на какие-то образовательные курсы, после которых ты можешь получить повышение по службе или другую должность с большей зарплатой, если вся сумма, которую ты заплатишь за обучение, будет равна годовой прибавке зарплаты, которая у тебя будет. Ну, то есть расчет, например, такой. Твоя зарплата вырастет на 50 тысяч в месяц после прохождения определенной повышения квалификации, например, да? Окей. Ты берешь кредит 300 тысяч рублей, проходишь курсы, обычно это курсы там 6-7 месяцев. Значит, за сколько месяцев отбивается у тебя курс? За 6. За 6. Значит, можно. За 7 можно, за 8 можно и за 9. Вот дальше уже неустойчивая ситуация, ну 12 это уже максимум. Ну, я рекомендую между 6 месяцев и 9 месяцев. Вот при этих условиях кредит брать можно. За границей, например, в США, часто люди берут кредиты на университетское образование. В России вы бы советовали это делать? В США, в частности, в Великобритании, в ряде других стран студенческие кредиты – это вообще бич. Приучение человека жить всю жизнь в кабале, вот этой кредитной кабале, кредитной удавки, начинается с университета. В России дело обстоит так. Смотри, в России в университетах настолько отсталое образование, и выходцы из университета они не могут трудоустроиться ни по профессии, да, даже близко не могут. Их даже в Макдональдс не берут иногда полы мыть. Поэтому за что ты платишь вообще? За что ты своим временем в жизни платишь? А если ты еще и взял кредит на это, ну ты вообще влип. Поэтому никаких кредитов на образование в российских университетах брать не нужно, нельзя. Если ты берешь в России кредит, то бери на конкретное профессионально-техническое или какое-то профессиональное образование, после которого у тебя большой шанс трудоустроиться. Только на это. Внимательно посмотри процент трудоустройства выпускников того или иного учебного заведения. Вот и все. Сразу все поймешь. Кредит на жилье по очень низкой ставке. Все мы, россияне, все равно ждем, что когда-нибудь мы доживем до момента, что будет 2-3%, как в Европе, на жилье. Вот если это все-таки случится, представим, тогда можно будет брать ипотеку? Ну, во-первых, в России их никогда не было низких. Те условно низкие, которые были, во-первых, их уже опять нет, и они будут дальше повышаться, да, поэтому будьте внимательны. А самая главная ловушка в этих всех кредитах с низкой ставкой следующая. Все ставки практически плавающие. Это означает, в момент, когда вы берете, она может быть и низкая, но когда ЦБ повысит ставку рефинансирования, она увеличится. И все. И ку-ку, а-ля, ку-ку. Вот это, в частности, спровоцировало гигантский мировой кризис в 2007 году, который начался с Америки. Там был гигантский ипотечный пузырь, который организовался вот за счет таких вот кредитов на жилье по низкой ставке, которые в один день стали, ну, потому что плавающая ставка была у 80% кредита, да, в один день ставка выросла, дефолт по оплате, и гигантское количество людей утратили свои квартиры в один день. Вот и все. В России пока не так, но, возможно, скоро будет так, потому что активность рекламная банков по взятию, значит, ипотечных кредитов нарастает.
Да? Рекламная активность застройщиков, которые говорят, купи квартиру сейчас, плати потом, нарастает. И в любом случае, каждый месяц мы фиксируем, что в России. Все больше и больше людей берут ипотечный кредит. Все. Поэтому я думаю, скоро этот пузырь, так сказать, надуется до невероятных размеров и жди беды. А самое главное, беря кредит, вы привязываете себя к текущему месту работы, текущему городу. А ваш работодатель знает о том, что вы обездвижены. И что он делает? Он сдерживает рост вашей зарплаты. И все. Вот кто сейчас узнал себя, да, тот напишет сейчас комментарий под этим видео. Давайте, я жду. Раз заговорили о переезде, если видишь, что есть какая-то работа, зарплата получше в другом городе, можно ли на переезд взять кредит, чтобы там, ну, хотя бы первый месяц квартиру снять, что-то там, какие-то деньги, и начать жизнь заново? Можно, но не кредит. То есть, если ты нашел зарплату выше, или работодатель, который говорит, вот переезжай сюда, вот живи в этом городе, вот я тебе заплачу, просто приди работодателю и скажи, слушай, грант на переезд. Если работодателю ты, как специалист, профессионал, ну, действительно интересен, слушай, грант на переезд в размере 1, 2, 3, ну, может быть, даже 5 твоих зарплат он может выдать. И помните всегда, что все проблемы у людей не от незнания, а от ложной уверенности в существующем знании. Игорь Владимирович, я переезжала 5 раз ради работы в разные города, и ни разу мне не давали грант. Ну, может быть, потому что я не просила. А ты не просила. Я не просила, да. Может быть, поэтому. Но есть ощущение, что могли не дать. Вот если все-таки работодатель не даст. Видишь, ложная уверенность в собственных знаниях. Вот я и говорю, да, все. Ну, допустим, я спросила, и все равно не дали. Какие еще варианты? Конечно же, родственники часто могут поддержать, там, занять где-то. Ну, родственники потерпят, как говорится. Если вовремя не отдашь, потерпят. Банк терпеть не будет. Но если работодатель тебя хочет, подчеркиваю, он даст тебе грант, потому что работодатели, ну реально, ну пойми, они охотятся за людьми, которые достойно выполняют свою работу. Смысл такой, где работодатели обычно ищут этих людей? Ну, они их ищут в тех местах, где сейчас феодальное вот это вот княжество, где в силу определенного стечения условий такая феодальная деревня. Я, например, ищу сотрудников именно там. Они обычно в 3 раза дешевле, чем те, которые есть вот рядом со мной на рынке. Поэтому смотри, какой гэп. Вот. Поэтому сегодня в век дистент экономики, ну, когда дистанционная работа, в общем-то, получила сильное распространение, могу дать маленький инсайт, как быть, как существенно повысить свои доходы, вообще не напрягаясь. Да? Если ты хочешь, досмотри этот выпуск до конца. В бизнесе при каких показателях и обстоятельствах можно брать кредит? Да, с бизнесом все очень просто. Никогда не бери кредит в самом начале, когда ты вот пробуешь, экспериментируешь и так далее. Экспериментируй на свои, на деньги друзей, родственников, дураков. Бери у людей, говори, скоро отдам, да, ничего не отдаешь, все, скажи, все скоро. Ну потом, когда сложится, тогда отдашь, да. Все. Friends, full family, есть такая 3F, да. Дураки, значит, друзья и родственники, да, вот. Только здесь. Как только свяжешься с какими-нибудь этими ростовщиками, значит, банками и так далее, барыгами, которые тебе на счетчик там будут ставить, все, ты попал. А почему так? Дело в том, что ты, когда стартуешь, нет у тебя устойчивой модели извлечения доходов. Ты экспериментируешь. А что значит экспериментируешь? Вот ты все там сделал, ларьки свои поставил, ну нету доходов, ты в минусах. Как ты будешь кредит отдавать? Когда ты вышел в некий доход, тогда под существующую бизнес-модель, под расширение, аккуратное, неспешное под расширение своего бизнеса, ты можешь взять небольшой кредит в виде эксперимента и посмотреть. Добавка дополнительных средств в бизнес, да, например, открытие дополнительной точки, дополнительного магазина, дополнительного чего-то, дает ли тебе кратное увеличение доходов, ну, или нет. Очень часто бывает так, люди расширяют свой как бы бизнес, но меняется потребность в персонале, то есть нужно платить больше людям и так далее. И получается так, бизнес-то вроде вырос, но расходы выросли сильнее. Тогда что надо сделать?
быстро откатиться назад. Вот чтобы сделать эту итерацию, попробовать и быстро откатиться, чтобы не накапливать убытки, нужно, чтобы этот кредит был небольшой. Самое безопасное – это работать без кредита. До момента, когда кредиторы начинают упрашивать тебя взять кредит, дают тебе долгосрочные деньги под очень низкий процент. Вот только тогда ты начинаешь прибегать к кредиту. Простота взятия кредита создает у человека ложное впечатление, что сейчас вот он возьмет и бизнес расширится. Хрен! Не расширится! У этого обстоятельства есть вероятность, и она не просто не 100%. Представьте себе, что вероятность 1% от того, что ты взял кредит на расширение своего бизнеса, и бизнес действительно расширился, и доходы увеличились. Вероятность 1%. Поэтому самое первое, кредит надо брать тогда, когда тебе его уже просто запихивают. Вот возьми вот любые проценты минимальные плати и очень длинные деньги, понимаешь? Обычно малые и средние предприниматели начинают интересоваться кредитами слишком рано. Вы сами когда последний раз и на что брали кредит? Смешно. Вот сейчас я беру кредит. Как раз. Серьезно? Да, но не кредит, займ. Да. Кстати, об этом нельзя говорить, согласно соглашению о конфиденциальности, пока не будет закрыта сделка. Я привлекаю партнера институционального. При этом институционал, который собирается дать мне деньги, это американская компания. Представляешь? Американцы дают мне кредит. Но не в смысле мне нужны деньги, а они входят некими кредитными деньгами, чтобы вместе со мной финансировать эту компанию. Такая сделка, да, открывает мне возможность презентовать себя очень широкому кругу инвесторов, кредиторов и так далее, и взять у них что? Много денег по низкой ставке. Это вот прямо сейчас идет. Дальше. Прямо сейчас я обслуживаю несколько кредитов иностранных экспортных агентств, которые финансируют своих поставщиков оборудования, производителей оборудования и поставщиков, итальянского, немецкого оборудования, да, и они дают очень длинные и очень дешевые деньги компании Технониколь, чтобы мы покупали это оборудование. 8-летний кредит под 2% годовых. Слушай, это как почти ноль. Да, поэтому мы не можем не взять эти деньги, они 8-летние, они очень длинные, хотя нам не нужны нам не нужны, у нас есть. Мы в кэше, у нас постоянно кэш-позиция. Когда в 2008 году мы попали в очень жесткую ситуацию, именно потому что мы профукали вот это вот соотношение долг и беда, вот это вот все. Да, вот после этого мы зареклись работать на кредитах, и мы сказали так: мы так отточим свою компанию, эффективность, производительность труда и так далее, чтобы мы имели столько кэша, да, столько, сколько вот нам надо на все, на инвестирование, новых заводов, да, дивиденды, чтобы распределить и так далее. И мы так сделали, поэтому у нас сейчас чистая кэш-позиция в Технониколе такая, называть не буду, сразу говорю, но это просто жесть какая-то. То есть вот как будто федеральная резервная система, как будто печатный станок. И это все потому, что 10 лет назад, чуть больше, да, 13 лет назад, мы чуть не умерли от того, что мы слишком сильно залезли в долговую кабалу. Но нам повезло. 9 человекам из 10, которые тоже залезли в избыточную кредитную кабалу, не повезло. Сейчас очень высокая закредитованность населения по всему миру, и в России она постоянно растет. Ваш прогноз какой? Эта история будет увеличиваться или, наоборот, люди будут отказываться от кредитов и больше жить на свои в будущем? Эта история будет увеличиваться. Соблазн велик. Рекламные кампании делают свое дело. Люди будут залезать в ипотечные долги, брать кредиты. И
Это не от того, что я обладаю каким-то знанием, которое ты не обладаешь. Да нет, это потому что статистика. Вот мы смотрим, как по ходу идет статистика. Например, смотри, в Америке, невзирая на то, что произошел фантастический обвал экономики Штатов в 2007 году, слушай, из-за пузыря на рынке ипотеки в 2015 году рынок ипотеки опять стал надуваться. Смотри, не прошло и там сколько, 8 лет от того пузыря, все, он опять стал надуваться. В России и в других странах абсолютно те же самые циклы. Да? Когда набухает, бахнет, куча людей теряет квартиры, дома и так далее, потом за 2-3 года как-то все усредняется, люди забывают, а потом через 5 уже никто ничего не помнит, и дальше все заново. Вы в середине выпуска обещали, что расскажете, как повысить свои доходы в современном мире в условии дистанта, развития интернета и так далее. Значит, во время пандемии очень многие люди были вынуждены на изоляцию уехать по своим городам. Воронеж, Пенза, из Москвы. Раньше они приезжали в Москву, московские компании, и получали зарплату там 150 тысяч, например, 200, там, кто-то 300 даже. Ужас. И все это на что тратили? На съем московской квартиры, передвижение метро, и в результате что там оставалось? Да ничего там не оставалось. Да? А во время пандемии что было? Ну, корпорации всех отправили по домам. И вот представь себе, давай так, человек с московской зарплатой 150 тысяч, 120. Он приезжает в свой там какой-нибудь там Нижний Тагил. Я тебе говорю, 120 тысяч в Нижнем Тагиле, да это царь! Понимаешь, царь! И вот он там, значит, с этих 120 тысяч, значит, смотри, качество жизни человека со 120 тысячами в Нижнем Тагиле в 10 раз выше, чем в Москве. Никаких тебе пробок. Покупаешь, что хочешь. Вообще полный... И вот эти люди, которые во время пандемии разъехались по малым городам, они сейчас там остаются, а корпорации, на которых они работали, они говорят, слушайте, давайте у вас будет московская как бы зарплата, но вы будете дистант работать, если это профессия, ну там, маркетологи, SEO, программисты, там очень много профессий дистант. Да? Вот конкретный пример. Поэтому если ты сидишь в каком-то маленьком городе, ну, например, или депрессивном городе, как считается. Вот все считают, например, Волгоград депрессивный город. Город-миллионник, вот такой депрессивный. Ну, действительно, там средняя зарплата невысокая. Вот ты сидишь в Волгограде, ты можешь запросто работать на московскую корпоративную фирму, будучи у себя в Волгограде и зарабатывая там 120 плюс тысяч рублей. Это возможность. Устройтесь на работу в московские корпорации. Устройтесь. Какая проблема? Ну, сейчас многие скажут, ну вот, проблема, хорошо говорить тем, кто уже там и так далее. Да тьфу на вас, вот кто так говорит. И только на тех, кто сейчас прям трубку поднимет и пойдет звонить и так далее, вот вам протяну руку помощи. Понятно? Вот так. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.